это что-то с чем-то. Прям реально его ждет. Сердечко прямо. Приветствую всех любителей активного образа жизни. Меня зовут Артем, и сегодняшний выпуск посвящен первому водному виду спорта на нашем канале – дайвингу. Дословно переводится как погружение под воду. Многие из нас знакомы с дайвингом как с развлечением во время отпуска. Так сегодня мы узнаем, чем развлечение отличается от спорта, как заниматься дайвингом, с чего начать, как получить разряды и даже участвовать в чемпионатах. И самый главный вопрос – где в городе заниматься дайвингом? Поэтому пока я собираю свои плавки и полотенца, предлагаю ознакомиться с историей этого спорта. Уже в древности люди стремились овладеть не только сушей, но и морем. Барельефы Древней Греции и Крита изображают сцены с рыбами, водорослями и погруженными под воду людьми. Техника подводного ныряния была необходима для ловли жемчуга и морских губок. Древние пловцы погружались на глубину до 30 метров, однако под водой пребывали всего 2-3 минуты. В сочинениях Геродота рассказывается об умении греческого боевого ныряльщика по имени Скилий, который сыграл значимую роль во время войны с Персией в 481 году до нашей эры. Вместе со своей дочерью Гидной он осуществил подводное перерезание якорных канатов персидских кораблей, чтобы их унесло течение. В 1977 году Плиний-старший описал дыхательный аппарат. Это был кожаный бурдюк за спиной или на поясе, который помогал увеличить глубину и длительность погружений задолго до изобретения баллонов. Запас кислорода в мешке быстро уменьшался, а уровень углекислого газа рос. Решение этой проблемы было найдено в подводном колоколе, изготовленном сначала из кожи, а потом из металла. Это устройство позволяло перемещаться по дну реки или моря до тех пор, пока хватало воздуха внутри. Леонардо да Винчи в своем труде «Атлантический кодекс» описывает концепцию мягкого скафандра с дыхательным аппаратом. Внутреннее устройство включает в себя дыхательный мешок, емкости с воздухом, зажим для носа и загубник для подачи воздуха. В 1797 году Клингер представил усовершенствованную экипировку, напоминающую гидрокостюм. Эта экипировка включала в себя куртку и штаны с плотными водонепроницаемыми манжетами, а сверху закреплялся металлический колпак. Август Зибе в 1819 году разработал костюм с утяжелением для глубоководных погружений. Этот костюм, выглядевший относительно знакомо для нас, включал в себя медный шлем с иллюминатором, кожаную рубашку и тяжелые ботинки с металлическими вставками, существенно облегчающими передвижение по морскому дну. Капитан французских ВМС Жак-Ив Кусто и инженер Эмиль Ганьян в 1943 году создали автоматический аппарат открытого цикла дыхания – «Скуба». Мы привыкли к названию «Акваланг», хотя так называется компания, которая производит оборудование для дайвинга. В 1959 году основана Всемирная федерация подводной деятельности, как часть уже существовавшей ассоциации рыболовства, а 7 лет спустя основана Всемирная ассоциация инструкторов подводного плавания – ПАДИ. Интересные факты. Самое долгое пребывание под водой, зарегистрированное книгой рекордов Гиннесса – 145,5 часов. Саддам Килани прожил под водой больше 6 дней. Он спал, ел, тренировался на велотренажере, рисовал картины и играл в настолки со своими товарищами. К рекорду спортсмен готовился больше 3 лет. В Японии, Малайзии, на Багамах и других курортах можно отправить письмо через подводный почтовый ящик. Почтовое отделение под водой открылось впервые для развлечения туристов. Идею подхватили и другие страны. Для отправки покупают специальные водонепроницаемые конверты, марки и опускаются на дно, где передают письмо дежурному почтальону-дайверу или опускают в ящик. Самое глубокое погружение принадлежит египтянину Ахмеду Габру. 18 сентября 2014 года на Красном море он совершил погружение на 332 метра. Интересно, что само погружение заняло около 15 минут, а вот безопасное всплытие 13,5 часов. Это необходимо для декомпрессии. Декомпрессия заключается в установках на определенных глубинах на определенное время, на протяжении которого азот, гелий и другие газы, накопленные в тканях тела, естественным путем выходят через легкие. Самым пожилым дайвером в мире в 2020 году стал Уильям Лэмберт, который совершил 27-минутное погружение в честь своего столетия. После погружения Уильям признался, что жил полноценной жизнью, но теперь взял от нее все. Самое высокое давление воды в Челленджеровой желобине в Марианской впадине. Оно составляет около 1086 бар, что примерно равно давлению 100 слонов или 1000 танков на квадратный сантиметр.
В Марианской впадине до сих пор обнаруживаются новые виды организмов, которые адаптированы к экстремальным температурам, давлению и отсутствию света. Итак, вот мы находимся в дайвинг-клубе «Морские ангелы», где мы пройдем теоретическую и практическую подготовку для подводного погружения, а также узнаем, можно ли заниматься дайвингом в холодное время года. Поэтому отправляемся знакомиться с инструктором. Меня зовут Наталья Григоряна. Сегодня твоим инструктором буду я. У нас сегодня будет пробное погружение. Достаточно много придется послушать, потому как в любом случае бассейн это тоже небезопасно. Ну и потом, я же не знаю, вдруг ты такой завтра соберешься, куда-то поедешь, чтобы мне не было мучительно больно, что я тебе мало дала, поэтому буду учить по полной программе. Ну, начнем с того, что заполним документы. Много. Там есть осознание рисков, там есть кодекс ответственного дайвера и много вопросов по здоровью. Так, ну погнали. Начнем с оборудования, да, то, что у тебя сегодня будет. У тебя сегодня будет в обязательном порядке костюм, который сделан из неопрена. Неопрен – это такая штука, такая ткань, которая прорезиненная, и там много-много маленьких пузырьков. Соответственно, она имеет положительную плавучесть. Чтобы мы могли погрузиться, нам для этого понадобится груза. Дальше у нас в обязательном порядке будут ласты. Посмотрим, что сможем подобрать. Это будут ласты либо с закрытой пяткой, тогда они одеваются на голую ногу, либо с открытой пяткой, и тогда они обязательно одеваются на бот. Бот, зачем он вообще нужен? Он не только сохраняет тепло, но и может нас обезопасить, если мы делаем погружение с берега. Мы не видим какую-то часть воды, дна, и, соответственно, можем куда-то на что-то наступить. Соответственно, вот эта вот прорезиненная подошва, она всегда нас будет обезопасивать. Ну и плюс тепло, конечно. С одеждой разобрались. Теперь по оборудованию. У нас будет баллон. Скорее всего, тебе дам чуть побольше. Мне достаточно будет вот этого маленького 8-литрового. У тебя будет, скорее всего, обычный, как у всех, 12-литровый баллон. Дышать мы из него... Сейчас будет очень громко. Не сможем, потому что это выглядит так. Неудобно. Поэтому у нас будет вот такая вот волшебная штука. Называется она регулятор. Тут много всяких разных шлангов, которых мы, наверное, пока не знаем, как называются. Но сейчас мы с ними познакомимся. Есть абсолютно две одинаковые вот такие вот штучки. Но почему-то одна выделена желтым, а другая обычная черная. Так вот, этот вот обычный черный регулятор – это наша основная ступень, как бы, да, через которую мы дышим. А вот это называется октопус. Ну, просто так принято их подразделять. Хотя из одного и из другого совершенно спокойно можно дышать, да, то есть альтернатива тому и другому. Бывает либо желтая кнопочка посерединке, либо желтый шланг. Он всегда должен быть ярким и всегда должен выделяться. И находится он в золотом треугольнике, как бы виден для бади-партнера. Бади-партнер – это тот человек, который плавает рядом, и в случае чего, в нехорошем случае, если у него закончился воздух или что-то случилось с его оборудованием, он всегда может подплыть, сделать непонятные знаки, а мы такие не понимаем, что он хочет, на него тю, а он хочет дышать, а мы на него смотрим. В итоге он видит вот этот вот октопус, который выделен ярким цветом, просто выдергивает его и начинает дышать. Понял. Вот. Соответственно, с этой стороны у нас тоже два каких-то непонятных шланга. Один из них называется манометр. Вот эта консолька, она бывает разная. Наша основная консоль – это та, у которой есть вот эти вот бары. Да? То есть мы будем четко видеть, сколько у нас в баллоне воздуха. Кстати, в баллоне у нас что? В баллоне воздух. Воздух. Просто многие говорят кислород. Нет, кислородом мы не дышим. Мы дышим воздухом, в котором 21% всего кислорода. Да. И 78 азота, и 1% на всякие примеси. Да? Просто все такие приходят, говорят, кислородом подышим. Нет, кислородом не подышим. Это уже крайний случай, когда уже все не очень хорошо. На консольке бывает один приборчик, бывает два приборчика, бывает три приборчика. Ну вот наш основной, как бы, который нам нужен, это вот этот вот манометр. Дальше. Есть шланг инфлятора. Сейчас он у меня с гуделкой инструкторской. Он нужен для того, чтобы мы могли пользоваться вот этой вот волшебной штукой. А эта волшебная штука называется компенсатор плавучести. Кто-то называет его просто жилет. Студент у меня был один, он его называл бронник. Ну, в общем, неважно. Главное, чтобы он работал правильно. Соответственно, мы должны все это дело подсоединить, чтобы все это
у нас сработало, и мы могли пользоваться. Я должен уметь все это подсоединять самостоятельно уже на первом занятии или Нет, нет? это можно попробовать просто для себя, чтобы понять, посмотреть, как это делается. Потому что выглядит очень сложно. Ну вот пока что я пытаюсь все это запомнить, но с первого раза это нереально запомнить. Нереально. И, скажем так, практически везде это собирает инструктор, и ты уже просто это все дело надел и пошел. Но мы всегда стараемся даже на первом занятии хотя бы минимально, но дать попробовать, как это прикручивается, как это пристегивается, как это дышится, как это работает. То есть с первого раза, возможно, человек не запомнит, но когда он приедет второй раз или придет второй раз, он уже будет понимать, что есть жилет, что есть баллон, что какая-то есть непонятная штука, которую нужно присоединить сюда, присоединить туда, и из чего-то подышать, и чего-то надуть. То есть все равно понимание какое-то есть. Вот. Соответственно, все это мы проделаем еще на балкончике, да, то есть мы обычно показываем здесь и на балконе даем самостоятельно собрать полностью скубу. То есть все вот это вот вместе называется скуба. Понял. Так. Наталья, вообще со скольки можно заниматься дайвингом? У нас дети занимаются, у нас есть детские группы, которые проходят по субботам и воскресеньям, они занимаются с 8 лет. Но сертификат можно получить с 10 лет, и он дает право потом погружения до 12 метров. Самостоятельно? Да, ну не самостоятельно, с понятно, с с бади-партнером, партнером. с инструктором, там, с дайв-гидом, неважно, да, с кем. А взрослым это можно будет делать на первой ступеньке ОВД, это можно делать до 18 метров. А ребенок, когда в 12 лет получил свой сертификат, в 10 лет получил свой сертификат, он до 12 метров погружается. По истечению как бы вот этого до 15, в смысле в 15 лет, он может уже погружаться как взрослый дайвер до 18 метров. Понял. Я подсоединила первую ступень. Дальше теперь мне нужно, чтобы мой компенсатор плавучести работал. Я беру пульт управления в левую руку, в правую руку беру шланг инфлятора и подсоединяю. Подсоединила. Дальше стараюсь закрепить все так, чтобы у меня не было так вот все, да, чтобы все это было аккуратненько. Ну, это попозже, хорошо. И могу теперь, допустим, я его открыть. Но для того, чтобы открыть, мы манометр убираем от себя и от других людей, потому что бывает так, что все-таки, да, это единственный шланг, который будет под давлением, это стеклышко может лопнуть. Поэтому открываю. Теперь я могу наблюдать, сколько у меня в баллоне бар воздуха. Так, бар воздуха это по нижней, по верхней? По нижней. 150, 60, 70, 80, 180. 180. Но по умолчанию, как правило, в баллоне 200 бар. То есть там может быть 180, 190, 200, 210. Ну, вот берем среднее арифметическое, 200 такое, да? По давлению мы понимаем, что объем оставшийся, Да, да, сейчас я расскажу. Я его подключила, теперь мне нужно проверить, все ли работает. Соответственно, я беру свой регулятор, свой октопус и могу подышать. Воздух подается, да? Соответственно, то же самое проделываем здесь. И теперь нужно проверить, работает ли наш компенсатор плавучести. Для этого мы берем, опять же, вот этот пульт управления, начинаем его поддувать, пока не начнет стравливать клапан. Слышно, да? Да. Дальше проверяем, работают ли все кнопочки стравливания. Работает. Дальше есть бабушечка здесь. Работает. И есть бабушечка, как правило, не всегда, но бывает... Ай, здесь. То есть все как бы в норме, все работает, я могу совершенно спокойно этим пользоваться. На поверхности, на нас, на всех действует одна атмосфера, либо принято называть 1 бар. Это атмосферное давление. Каждые 10 метров прибавляется еще плюс 1 атмосфера. Соответственно, это уже как бы водяное, да, давление. А вот это вот все вместе, это абсолютное давление. То есть на 10 метрах будет не одна атмосфера, а 2. Чем для нас это чревато? Здесь будет, соответственно, 3, здесь 4, да? То есть все воздушные полости, которые у нас есть, они будут нас тревожить. Первая полость, которая нас сегодня будет тревожить воздушная, это пазухи. Также будут немножко, возможно, страдать уши. То есть у нас сегодня будет 3 важные задачи. Это первое – очистить маску от воды.
Это очень важно, чтобы чувствовать себя комфортно. Очистить регулятор от воды. Ну и попробуем, кстати, найти его, да, чтобы его очистить. И, соответственно, продуться. Продуться – это значит, когда мы погружаемся. Даже здесь в бассейне это очень чувствительно. Тут не так много метров, но уже где-то на 2 метрах мы начинаем ощущать дискомфорт в ушах. То есть, что происходит? У нас есть барабанная перепонка, которая прямая. Под давлением она начинает потихонечку прогибаться внутрь. Если мы игнорируем, то она прогибается все больше и больше. Сперва просто дискомфорт, потом болевые ощущения, потом она просто лопается. В бассейне, конечно же, нет, но на открытой воде, если мы так себе позволим вести себя, то она обязательно лопнет. И называется это баротравма. Чтобы этого не происходило, что мы делаем? Мы зажимаем нос. Только свой нос, а не нос маски, потому что детишкам говоришь, они такие зажали нос, а свой нос забыли. Нет, мы через вот этот вот резиновый носик достаем до своего носа, до крыльев, да, то есть и достаточно плотно прижимаем пальцами. И потихонечку, не сильно, дуем. Соответственно, мы не можем выдуть в нос, потому что мы его перекрыли, и тот воздух, который должен выйти здесь, он начинает идти куда? К барабанной перепонке, которая стабилизируется, и болевых ощущений у нас не будет. Понял. Но это мы делаем только при спуске. Многие начинают при подъеме также продувать. Но тогда что происходит, да? Наша барабанная перепонка, то при подъеме внешнее давление уменьшается, и Выгибается она в обратную сторону начинает выгибаться. А мы такие еще дуем, она еще больше выдувается. И тогда обратный блок, а это очень совсем неприятно и нехорошо. Если здесь мы можем справиться, да, мы продули, и она стабилизировалась, то с обратным блоком сложно. Наталья, какие есть противопоказания? Вот сразу у нас любой может заниматься дайвингом или какие-то есть вот прям по медицинским показаниям? Конечно, есть, но это исключительно тогда через врача. То есть у нас есть вот анкета, да, которую мы заполняли. Если там есть какие-то пункты по болезням, там грыжи какие-то позвоночные, там астмы, там... С этим нельзя вообще? Нет, почему? Просто ограничения? Ограничения есть, да, но тогда в обязательном порядке нам нужна справка от врача. Это я понял. А вообще ограничения какие-то есть, уж человек, ну прям вот все не может? Это вообще как бы, ну, для большинства людей или это вот для узких, для суперздоровых людей? Психические расстройства только если какие-то, да, И которые, всё, да, остальное? в остальном, в принципе, да. На самом деле сейчас есть даже парадайвинг, то есть люди там с ограниченными возможностями, там без ручек, без ножек. Я знаю точно одного человечка, который слепой, и он погружается, вот он как-то, да, на ощупь, на слух, его прям вот... В воде же звуки, их же не слышно, они же, их слышно, но имеется в виду из-за того, что как там, быстрее, да, по-моему, волна распространяется, ты не поймешь откуда, источник звука тяжелее определить. А все равно каждое море, каждый водоем, он звучит по-своему. Я, например, люблю плавать в открытом водоеме без шлема, да, если я не погружаюсь в какие-то там корабли или еще что-то, то есть, ну, где есть надголовная среда. Очень мне нравится, чтобы у меня уши реально вот слышали, потому что каждый водоем, он звучит по-разному. Это прям, ну, не все это слышат. Чего себе. Да, но это здорово. Это, наверное, с опытом должно прийти. Да. Понял. Теперь по знакам. Если у нас все классно, как покажем? Не знаю, так или окей. Да, многие говорят так. Это не все супер, это не все классно, это мы поднимаемся наверх. Это движение вверх, это не обстой, это движение вниз. Это вниз. Ага. Да, соответственно, если у нас все хорошо, мы показываем окей. Я сегодня буду много раз показывать этот окей. Это не значит, что я буду говорить, что у меня все окей, у меня действительно все окей. Ты будешь сидеть и думать, ну что у нее все окей, окей. Нет, это также вопрос, и также жду от тебя ответ. Если я спрашиваю, у тебя все окей, ты мне должен ответить, все окей. Но бывает так, что не все окей, мы спускаемся, у тебя заложило уши, и у тебя есть проблема, а я о ней не знаю. Как я об этом должна узнать? Не знаю, по большим пузырям и к большим глазам в маске испуганы. Это да. Нет, ну можно показать, у меня есть проблема. И показать, где проблема. То есть источник проблемы я должна видеть, с чем я буду работать. Да? То есть я тебе буду объяснять, что мы делаем. Допустим, если у тебя есть проблема с ушами, я тебе покажу, что чуть-чуть приподнимаемся наверх и пытаемся еще разочек продуться. Продулись, классно, замечательно, ты мне покажешь, окей. Если не продулись, показываешь проблему, значит, начинаем делать какие-то другие телодвижения. Сегодня будет знак вот такой, значит, садимся на коленки. Дальше я буду демонстрировать какие-то навыки, соответственно, буду говорить тебе, ты смотришь на меня. Ты сидишь, ничего не делаешь, просто смотришь. Я тебе что-то показываю,
После этого говорю «Окей». Ты мне говоришь «Окей», потому что ты понял, и я тогда предлагаю тебе сделать тот же навык. Длинный пояс специально, потому что бывает, ну вот наши груза такие. Груза разные бывают, у нас груза с большими отверстиями. Соответственно, под водой они начинают съезжать либо в одну сторону, либо в другую, и как бы будет некомфортно. Поэтому есть маленький такой лайфхак. Чуть-чуть ладошка, да, чтобы они не съезжали. Прошли ремнем, перевернули, и получился крестик. Теперь этот груз никуда не денем. Убрали, приложили и сделали вдох. Маска должна прилипнуть. Вдыхаем. Отлично. Держится. Реально работает. Смотрим загубники. Целые, не целые. Загубники это вот то, что Да, мы в рот ставили, да, как капа. Смотри, главное, чтобы вот эта кипучечка застегивалась. Здесь все у нас так подтягивается, соответственно, подходит. Вот если новичок решил попробовать заниматься дайвингом, неизвестно пока, оборудование обязательно покупать все свое? Оно же наверняка стоит приличных денег. Я не рекомендую однозначно этого делать, потому что сегодня мы загорелись и давай все покупать, а завтра мы перегорели и все это лежит. Все это достаточно дорого. В первую очередь, единственное, что вот всем говорю, можно купить маску, потому что даже если ты не будешь заниматься дайвингом, снорклинг, Отлично. маска-трубка всегда твоя. Потому что маска четко должна подбираться под себя, чтобы она не потела, чтобы она не текла, чтобы было комфортно. А все остальное только по мере необходимости. Хоп, такие все прижали, закрыли. Называется скрутка. Взял, пошел. Все в одном флаконе. Я каждый раз буду спрашивать, сколько у тебя воздуха. Допустим, вот это вот манометр, это ладошка. Я спрашиваю, сколько? Хочу узнать, сколько у тебя воздуха. Ты смотришь на него и говоришь, допустим, 180. Ну, к примеру, да, 200 никто не будет спрашивать. Баллон теперь берем. 200 бар. Помнишь, да, говорил по умолчанию? Да. Половина баллона сколько будет? 100. Отлично, поэтому 100 показывается вот так. Ага, понял. Дальше 50 показывается вот так. 50. Отлично, вот именно так, а не вот так, потому что испугаюсь и убегу. 150 и дальше каждый десяток. То есть, чтобы показать 180, 100, 50 и 30. Ага. Пока не начнет травить клапан сброса лишнего воздуха. Начал травить, останавливаемся, проверяем, работает ли сдув здесь, работает ли здесь. И работает ли там. Работает. Собственно, все проверили, мы молодцы, можем одеваться и бежать. Да. С первого раза запомнить это, мне кажется, нереально. Я что-то попытался, но я думаю, это все с опытом приходит, поэтому спасибо, Наталья, она сегодня нам все собрала. Ну и вы не бойтесь, инструкторы говорят, там первые сколько-то занятий будет вам помогать. Вот, так что сейчас, походу, отправляемся уже в воду. Вот, пошло. Теперь смотри, если есть кто-то, с кого можно зацепиться, всегда держимся и одеваем кого-то придерживаем. Если есть волшебная вещь, левая рука на полстуть, а правая рука на полстуть, соответственно, правая нога поднимается, одевается, потом переворачиваемся и проделываем то же самое с другой ластой. Как я говорила, да, уже, что под водой так или иначе водичка может затекать в маску, и нам от нее нужно научиться избавиться. Понятно, сделали здесь мы вытряхнули, и этого достаточно. Как это сделать под водой, это нужно научиться. Соответственно, будем имитировать, что попало в маску. Поднимая голову наверх, я начинаю выдувать. И опускаю голову вниз, потому что если что-то осталось, она опять же не служит согласной. Если что-то осталось, повторяю. Процесс, я опускаю голову вниз, но не считаю. Пробуйте. Достаточно. Прижимаешь. Отлично, у тебя все получилось. Следующая вещь. Плывет случайно, байди подпрыгнет. А смотри, какая акула. И вырывает у тебя вот этот вот волшебный регулятор. У тебя его нет, его нужно как-то найти. Для того, чтобы его найти, мы наклоняемся в правую сторону, туда. Дальше руку вперед, говорим «Привет». Опускаем руку вниз и гладим себя по бедру в обязательном порядке. Не погладим, не поймаем. И делаем мах. Отлично.
теперь мы его не ищем глазами. Мы берем вторую руку и проходим по нему. Достаем. Тут есть вода, есть принудительная очистка. Мы чуть-чуть языком прикрываем вот эту отверстие и нажимаем на серединку. Принудительная очистка. И дальше совершенно спокойно можем дышать. Погнали! Алексей, ответьте нам на финансовую сторону вопроса занятия дайвингом. Сколько стоит прийти в дайвинг, сколько стоит им продолжить заниматься и достичь каких-то высот? Например, я так понимаю, здесь, так как это
не в реестре спорта, у нас нет каких-то званий, мастер спорта и прочего, у нас есть сертификаты, правильно? Да. Вот мы их получаем, тоже за это платим. Вот можете вот здесь вот чуть нам как бы пояснить, чтобы зрителям было понятно и нам, сколько это стоит? Ну, по цене, значит, нужно понимать, что есть начальный сертификат. Он, наверное, без которого не может обойтись ни один дайвер. Там, ну, например, у ПАДИ это Open Water Diver, да? И мы будем отталкиваться от него. Значит, курс ПАДИ на данный момент Open Water Diver, ну, наверное, ни в одном клубе вы не найдете дешевле 30 тысяч. К сожалению, цена повысилась за последние вот буквально несколько лет. А что туда входит? Я так понял, что это первая ступень, а что туда входит? Чтобы Туда было входит понятно? само обучение, сейчас я скажу несколько слов, а также входит литература и сертификат сам. Дело в том, что сертифицирует некая организация, да, которая сама как бы берет деньги за этот сертификат, за то, чтобы выдать эту пластиковую карточку. То есть карточка стоит денег, комплект литературы, который стоит денег туда, и работа инструкторов, работа бассейнов, и аренда оборудования и все остальное. А, это все входит? Это туда, все входит в этот пакету. курс. Я иду в пакет. То есть понятно, что цена может быть больше, меньше, наверное, вряд ли, потому что если вы, например, хотите пойти на индивидуальные занятия, когда вы подстраиваются под вас, сделают все под вас, или другое дело, когда вы работаете в групповых занятиях по какому-то расписанию, понятно, что цена может сильно различаться. Ну, да. Ну, естественно, вот. Поэтому, значит, тут надо понимать. Теперь занятия, в общем-то, они делятся на две таких части. Первая часть – это бассейны, назовем так, называется закрытая вода, где вы тренируетесь в бассейне, это, ну, не порядка, а 5 занятий в бассейне происходит. Вы там выполняете определенный набор упражнений. Параллельно с этим вы слушаете 5 лекций. Параллельно с этим вы пишете 4 контрольных и сдаете экзамен. То есть это серьезная теоретическая часть, которая может быть подготовлена. Существуют различные варианты. Существуют варианты дистанционного обучения вот этой теоретической части, когда вы проходите дистанционно с применением различных электронных средств и сдаете контрольные экзамены дистанционно. Причем это может быть как с применением средств той системы, которая будет, как и с применением просто дистанционной работы с инструктором, ну, как с помощью современных там видеосредств. Вот. Но практическая часть, конечно же, всегда она в бассейне, потому что инструктор должен вам показать, научить и добиться того, чтобы вы уверенно выполняли эти нормативы, конечно же. Вот. Вторая часть, это называется открытая вода. Она выполняется в условиях, приближенных к реальным ситуациям. То есть это, например, какой-нибудь подмосковный водоем летом, либо в поездке на какое-нибудь море, там, параллельно в поездке. Там она меньше, чем первая часть, это 4 погружения, но там вы как бы тоже демонстрируете навыки, которые вы научились в определенных учебных условиях, и как бы инструктор тоже добивается, чтобы вы, вот, там, если надо, повторяете, если надо, какие-то дополнительные занятия и так далее. Вот такие две основные части. В принципе, во всех системах других, кроме ПАДИ, у нас, мы знаем, есть еще КМАС, там и иные, да, в принципе, принципы все одни и те же. Вот. Так что это на начальном уровне это самый дорогой курс, вот как бы начальный первый. Остальные курсы, когда вы там продвинутые, там Advance у ПАДИ или там вторая звезда у КМАСа там и так далее, какие-то курсы ответвления, вот обучение в сухом, кастрюле, подлёдной, да, они стоят меньше, но тоже, к сожалению, это будет стоить там 8-10 тысяч курс, 12, там, ну, в зависимости опять от различных условий. Ведь, понимаете, еще же важно, где вы сдаете этот курс. Параллельно, в пакете вы сдаете этот курс. Если мы хотим экономить, то мы сдаем за заказы, например, пакет сразу курсов. И понятно, что ведь часто большая часть стоимости денег – это аренда бассейна и оборудования на момент проведения курсов. Поэтому, когда вы, например, сдаете курс в пакете в каком-то, эта цена становится меньше. Оптом дешевле. Оптом дешевле. Я правильно понимаю, что уже когда ты сертифицированный дайвер, ты уже можешь погружаться самостоятельно, тебе достаточно просто арендовать оборудование у клуба, например, да? Да, когда вы становитесь сертифицированным дайвером, вы уже включаетесь в эту вот среду, и вас уже воспринимают как клиента полноценного. Вам могут дать оборудование в аренду, вам могут уже нормальные погружения, самостоятельные, то есть понятно, что в группе, понятно, система партнерства, все, но пока вы не сертифицированный дайвер, вам возможно только одна программа.
программа пробных погружений, когда вас берут за баллон и перетаскивают. Такой пакетик Липтон, одноразовый чайный пакетик. Вот. Когда вы становитесь дайвером, вы уже, в зависимости от вашей, конечно, сертификата, квалификации, вам уже начинают открываться все больше. И чем больше у вас сертификатов, тем как бы больше у вас открывается окошек возможностей. Глубина 4,5-5 метров примерно, 4,7, 4,8. То есть обычный дайвер считает так, что он плывет над дном, если он плывет на высоте 2 метра. Это не над дном. Над дном это если рукой вы достаете на дно. Вот так вот эмоционально поведение. Поэтому максимально низко. Почему? Наверху ходят две большие акулы. Их зовут Маша и Миша. Тигровые песчаные акулы. Я читал, да. Входят в десятку опасных. Они хорошие, добрые. На них также распространяется то, что я сказал. То есть, если вы будете с ними сталкиваться медленно, они уйдут, они вас не пойдут. Они тут людей. Но не то, что не боятся. Скорее, это отнесение так что игнорировать, относится к ним индифферентно. Ну, примерно, как вы относитесь к мебели, к столу. Вы же ходите мимо него, опираетесь, вы не замечаете, вы не признаете ни опасности, ни еда, это для вас ничто. Как же и мы для них примерно. Мурена может проползти между ног или подмышкой, большие, такие там, 3-метровые. Акула большая может в живот ткнуться. Это нормально. Это сразу оговорка. Нельзя это только переносить на море. Там, если вы малоопытный дайвер, то есть руки вам с риском приближается животное, и оно вас не боится. Это значит, что либо оно агрессивное, либо больное. Его надо опасаться. Если надо что-то показать вам, я вас подзову, скажу, смотри сюда. Пожалуйста, не путайте, смотри, погладить. В состоянии стресса люди часто такие, я ему говорю, смотри, там такая зубастая акула огромная, он в шок впадает, говорит, что, гладить? Нет, смотри. Понял. Хорошо. Идем погружаться. Вас маленький смотрим. Не знаю, что меня ждет. Меня уже напугали, что могут акулы быть, могут быть черепахи, которые кусаются, поэтому посмотрим.
впечатление просто так не передать. Это очень необычно, конечно. Когда в полуметре от тебя акула, а еще под водой все то ли увеличивает, то ли отдаляет. Они кажутся тебе гораздо ближе. Ее зубы просто очень страшно. Но понравилось. Ну и достаточно затрат. Чувствуется, что я прям вот поднапрягся. И сегодня в нашей постоянной рубрике «5 вопросов чемпионов» мы берем интервью у инструктора, сертифицированного инструктора по дайвингу Татьяны Подоплеловой. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Со всеми Артем. обязательно здороваюсь всегда, да, чтобы контакт наладить. Ну, первый наш вопрос мы задаем всегда вот опытным людям, опытным спортсменам по их виду спорта стандартный. Во-первых, что вас мотивирует вообще заниматься спортом? Ну, спортом, на самом деле, меня уже ничего не мотивирует, потому что для меня спорт это уже как привычка, да, то есть я, наоборот, начинаю страдать, если я не занимаюсь спортом, да, если мне приходится, например, пропускать какие-то тренировки свои, там, по причине болезней, ну, или каких-то жизненных обстоятельств, то я, наоборот, чувствую себя в таком каком-то состоянии, что как я пропустила тренировку, у меня начинается близко к депрессии состояние, если это период долгий, да. Уже чувство привычки Да, есть такое, да? И, ну, то есть я ощущаю, что отсутствует вот этот вот тонус жизненный. Ну, и, в принципе, наверное, когда тренируешься, почему я это делаю, да, потому что, ну, с возрастом мы все-таки меняемся, да, мы начинаем стареть. И вот когда я начала заниматься спортом, я поняла, что я чувствую себя как бы бодро, я чувствую себя в тонусе и не могу, ну, уже теперь как бы зависимость, да, ты не можешь встать, откатиться назад. Потому что в свои 20 лет, я когда не занималась спортом, я чувствовала себя хуже, чем сейчас уже в моем возрасте, так сказать, не самом молодом, да. То есть теперь мотивация заниматься, это чтобы не было отката в физической форме и в Да, здоровье? это как зависимость, да. Это теперь... Здорово, это круто. 12 лет отдали дайвингу. Жизнь так сложилась. А если бы не дайвинг, какой бы вид спорта выбрали? Ну, на самом деле я параллельно тоже занимаюсь другим видом спорта, ну это уже для себя как бы как хобби. Я занимаюсь триатлоном. Триатлон – это у нас бег, плавание и велосипед. Обязательно хотим про этот выпуск сделать просто интереснейший. Я сам хочу попробовать пройти эту тренировку, очень здорово. Да, я вот уже бегом я давно занимаюсь, а триатлоном начала вот, уже год как занимаюсь. И в этом году я сделала свою первую полужелезную дистанцию. То есть это, Что это значит? Это 2 километра проплыть примерно, 90 проехать на велосипеде и 21 пробежать одновременно, все не останавливаясь. К вам, как к опытному человеку, который уже, получается, 12 лет отдал дайвингу, что вам не нравится в этом виде спорта? Например, может быть, в самой дисциплине, в организации или на что вот, что бы хотели изменить, поменять? Мне на самом деле не нравится отсутствие, наверное, в России инфраструктуры, да, у нас мало и так теплых морей, где бы люди могли свободно погружаться, потому что везде вода холодная и как бы нужно дополнительное обучение, соответственно, человек должен хотеть этого. Вот. И хотелось бы больше бассейнов действительно глубоких, потому что даже в Москве, да, в принципе, столице нашей страны, очень мало мест, где можно сделать погружение. Вот сейчас под Питером сделали бассейн глубокий, а 30, там вот можно на 30 метров, например, погрузиться. А так, в целом, еще что мне не нравится, это, наверное, отсутствие контроля обучения какого-то в дайвинге, потому что начинающий человек, который, ничего не понимает в дайвинге, он приходит там по объявлению в любое место, Да. его обучают, и он не знает, чему его должны обучить. Дают Всё ли ему верно. достаточный уровень, да, то есть, может быть, его там не всему научили, да, выдали ему сертификат, получили деньги, как бы, и это практикуется, и я встречаю людей, плохо обученных, да, и мне вот не нравится и хочется поэтому давать людям больше и обычных даже занятий, которые для начинающих в дайвинге, то есть 5 погружений у нас в бассейне, да, на самом деле недостаточно, да, то есть человек просто успевает схватить какие-то верхушки, но чтобы он реально пошел в открытую воду и имел какой-то уже навыки, чувствовал себя в безопасности, все-таки надо побольше тренировок и эти навыки немножко отработать, чтобы человек был уверен. Может быть, какая-то за время преподавания или самостоятельного обучения есть какая-то забавная история? Можете рассказать, если есть? Забавные истории у нас постоянно происходят. То есть мы часто ездим в поездки разные. Поездка – это как вообще каждый раз отдельная история, да? Но они все какие-то… То есть не все можно их рассказать, да? Да. У нас есть все-таки наша базовая цензура небольшая, да.
Да, ну, наверное, такая одна из историй забавных, которая пришлось видеть, это когда группа дайверов пошла рано утром нырять, пока еще все спали, ну, вот именно на первый ранний дайв. На открытой воде. Да, я подошла к берегу посмотреть, как они туда ушли, и на берегу лежат ласты одни. Ну, человек проснулся, собрался, видимо, не проснулся, и ушел без ласт нырять. Ну, можно? Ну, в принципе, можно, наверное, да? Ну, человек опытный был, поэтому... Не стал уже всплывать, да? Да, не, ну там через какое-то время, конечно, все это разрешилось, но просто было забавно. Татьяна, и последний у нас вопрос. Совет для начинающих дайверов, для тех, кто планирует заниматься, либо уже начал заниматься, может быть, для родителей, потому что у нас, ну, две категории зрителей. Либо сами хотят начать заниматься, либо планируют детей, например, отдать. Что посоветуете? Ну, как я уже до этого говорила, обязательно изучите место и тренера, которые вы собираетесь, что ребенка отдать, что себя, да, потому что от этого будет зависеть ваш дальнейший процесс обучения. Вот, и что тут главное, ну, совет не только в дайвинге, а вообще, в принципе, в любом спорте, как показывает практика, что не надо на начальном этапе экономить, да, вам потом придется переплачивать, чтобы вас переучивали правильным навыкам. И лучше найдите тренера, который действительно вас вот поставит вашу технику, даст вам нужные знания, да, и потом, чтобы тренер был для вас удачный, и вы должны доверять этому человеку, тогда у вас все получится. Как бы. Очень много зависит от ученика. Если ученик, вот у него глаза горят, если он хочет, то и самому приятно, и охота его научить. И ты вот реально следишь, что ты вот человек вот не умел это делать, а ты его научил. Ты какую-то себя вот даже заслугу, даже если без медали, без каких-то соревнований, ты все равно это чувствуешь. Вот, поэтому вот таких учеников я вам желаю. Спасибо. Спасибо, Татьяна, еще раз. Вот и подошла к концу наша тренировка по дайвингу, на которой я сжег 335 калорий, а пиковый пульс составил 135 ударов в минуту. Результат достаточно внушительный, учитывая то, что при дайвинге ты находишься, по сути, в невесомости. Ну и по традиции наш конкурс, на котором мы разыгрываем тематические призы. Сегодня это профессиональные маска и трубка для дайвинга и сноркелинга, который получит человек, который выполнит такие условия. Напишите в комментариях лучшее место для дайвинга, по вашему мнению. Причем больше значения имеет не просто название места, а объяснение, почему оно лучше. Лично прочитаю каждый комментарий и выберу самый понравившийся. Вот мы и познакомились с таким интересным видом спорта, как дайвинг. Мы посетили базовую тренировку, узнали, где и как начать заниматься, и взяли интервью у чемпиона. Поэтому смело можем добавлять дайвинг в свою копилку и на нашу доску. И по традиции, в конце выпуска небольшой совет от меня, как от ведущего. При начале занятий новым видом спорта вполне подойдет арендованная экипировка или оборудование начального уровня. На этом у нас все. Спасибо за внимание. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. И пиши в комментариях вид спорта, который бы ты хотел видеть в следующих выпусках. И помни, неважно, каким спортом вы занимаетесь, главное, что занимаетесь спортом.